Привет, катаны! Признайтесь, вы ведь тоже любите в играх крушить все подряд, взрывать бочки, ломать стены и заниматься другими расслабляющими вещами. В общем, играться с физическим движком. К сожалению, сегодня разрабы в играх больше внимания уделяют графону, а не интерактивности мира. Дошло до того, что современные игры графикой практически не отличаются от последних мультов DreamWorks, а про физику забывают или забивают. В итоге мы получаем красивые, но совершенно нереалистичные, статичные игровые миры. Но хватит о грустном, ведь сегодня я расскажу про 10 игр с самой крутой и реалистичной физикой. Ну что, поехали? В 2006 году «Темный Мессия» критиковался за однообразные уровни, нелепый сюжет. Но кому это надо, когда был такой графоний и физика? Движок Source и Havok, позаимствованный у второй Half-Life, делали мир предельно реалистичным и предоставляли 1001 способ отправить врагов в Вальхаллу. Например, можно было заманить вражин в ловушку и придавить их гигантской люстрой, или просто ткнуть в костер, или с обрыва. А особенный кайф доставляла возможность заморозить пол и устроить новый сезон моего любимого шоу «Орки на льду». В гоночных симуляторах правдоподобная физика машин – это вообще альфа и омега. Самое главное в игре. В грид с физикой транспорта все в полном порядке. К тому же разрабы уделили большое внимание системе повреждений. Дорогущий спорткар можно на всей скорости направить прямо в стену, а затем любоваться фейерверком из капота, дверей, шин, летящих в разные стороны. Это вообще одна из тех игр, где аварии – настоящее произведение искусства. Ну подумай, что после ДТП барахлящая подвеска не дает нормально ехать. Зато как красиво ломается. Разрабы Армы – настоящие маньяки всего, что хоть немного касается войны. Для них самое главное – это предельная реалистичность, поэтому абсолютно все на экране ведет себя по законам физики. Это касается как предельно реалистичной баллистики пуль, так и транспорта. Если вас до сих пор мучают кошмары после миссии с вертолетом из GTA Vice City, то ни за что не садитесь играть в третью Арму. На управление вертолетом здесь влияет множество переменных, вроде направления ветра и наличия осадков. Поэтому немного практики игры в Арму, и вас без экзаменов примут в летное училище. Ubisoft принято критиковать за многие игры, но за Siege хвала и почет. Ведь в этой игре разрабы смогли создать Counter-Strike нового поколения. Ведь ни один нуб не сможет спрятаться за стеной, потому что разрушить можно абсолютно все. Очередь из автомата делает в стене реалистичное отверстие, а аккуратно заложенная взрывчатка так и вообще снесет ее напрочь. Пол, стены, даже потолок можно разрушить, сделав невероятный сюрприз команде противников. Конечно, физика разрушений в Siege – это по большей части скрипты, но все же мало какой шутер дает подобный уровень интерактивности. Еще один шутан, который запомнился в первую очередь возможностью разнести все в труху. Только в отличие от Rainbow Six, в Bad Company 2 можно сравнять абсолютно все строения с землей. Подобная фича открывает уйму тактических возможностей. Например, кемперы засели в здании и сносят вашу команду прицельными хедшотами. Да разве это проблема? Всегда можно заложить взрывчатку на несущих стенах и одним кликом мышки завалить строение. А заодно и заработать десяток фрагов. Пух-пух-пух! Последняя Зельда стала одной из самых высокооцененных игр за всю историю, и главная причина этому – физика. Этот нарисованный мир впечатляет своей интерактивностью. Здесь абсолютно каждый предмет реагирует согласно законам физики. Вот, допустим, нужно переплыть реку. Тогда попробуем навалить деревьев в лесу и построить плот. Есть и другой вариант – поджечь траву, раскрыть парашют и на тяге из теплого воздуха перелететь препятствия. В общем, Breath of the Wild будет отличным развлечением для тех, кто не прогуливал уроки физики в школе. Какой может быть топ игр с реалистичной физикой без игры, где сам главный герой является физиком? К тому же Half-Life 2 даже спустя 14 лет до сих пор остается актуальной. Это одна из первых игр, где физика была не просто красивой маркетинговой фичей, но и имела огромное значение для геймплея. Все мы помним многочисленные задачки с физикой из Half-Life, вроде создания качели с противовесами или конструирования Пизанской башни из ящиков. Но нет ничего лучше гравипушки, которую стали копировать во многих других играх. В общем, зачем нужны в игре другие пушки, когда врага можно прибить батареей или до смерти забить мячиком? Вопрос риторический.
Четвертая часть «Великого автоугонщика» отметилась двумя вещами – повзрослевшим и более серьезным сюжетом и первоклассной физикой. В Либерти-Сити каждый предмет был интерактивен, машины натурально деформировались после аварии, а физика поведения человеческих тел до сих пор остается на недосягаемом уровне. Из-за физического движка эйфория. Люди при падении вели себя настолько реалистично, что одно удовольствие было сбивать их на машине, что я, кстати, и делала часами. Как хорошо, что в эти моменты мама не видела, чем я занимаюсь. Поход к психиатру был бы точно обеспечен. Crysis стал прорывной игрой, которая на годы опередила всю игровую индустрию. Реалистичный графоний ставил даже топовые компьютеры на колени, но отдельного внимания заслуживает физика. И именно благодаря ей первая половина Crysis стала примером для других сэндбокс-шутеров. Тысячи раскиданных по миру игры предметов могли использоваться как оружие, так и для отвлекающего маневра. А что уж говорить про возможность разрушать здания, косить автоматной очередью пальмы и хватать за глотки кричащих солдат. Ах, красота! Red Faction Guerrilla не впечатляет графикой или сюжетом, да и вообще, у меня только одна мысль – игра была создана ради возможности разложить весь игровой мир по кирпичикам. Да, у нас был Crysis и Bad Company 2, но они ничто по сравнению с тем хаосом, который можно устроить в Red Faction благодаря одной единственной кирке и при наличии массы свободного времени. В этой игре разрушается абсолютно все, серьезно, что очень кстати после тяжелого трудового дня. На этом я закончу топ игр, которые учат, что физика не только зубрежь формул, но и крайне веселое занятие. Не забудьте показать это видео вашей учительнице по физике. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео со мной. Да? Да, Марья Ивановна? Да, я сделала лабораторный по физике. Только не ставьте мне 3. Да, хорошо. Я все принесу в сентябре.